Ураган Милтон достиг западного побережья Флориды в районе барьерного острова Систа-Ки в Мексиканском заливе в округе Сарасота 9 октября около половины 9 вечера по местному времени и начал двигаться на северо-восток, пересекая штат. Милтон – это уже 5-й ураган, обрушившийся в этом году на территорию США, и 3-й, от которого страдает в этом году Флорида. Когда стихия достигла побережья, категория урагана была снижена с первоначальной наивысшей 5-й до 3-й. Тем не менее, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям призывало людей эвакуироваться. Срочное сообщение для жителей Флориды. Ураган Милтон будет смертоносным и катастрофическим. Он принесет с обой сильное наводнение, сильный ветер и подъем воды, пока будет продвигаться по территории Флориды. Я вернусь во Флориду сегодня, чтобы вместе с губернатором и его командой и обеспечить бесперебойную помощь штату. Некоторые из вас, возможно, все еще могут безопасно эвакуироваться. Для других, возможно, уже слишком поздно. Но, пожалуйста, продолжайте слушать указания местных властей, что вам нужно делать, чтобы оставаться в безопасности там, где вы находитесь сейчас. Теперь, если вы находитесь в зоне эвакуации и находитесь в таких местах, как Сарасота или Шарлотт, просто знайте, что если вы получите 10 футов шторма, вы не можете просто укрыться от этого. Природа всегда выигрывает эту битву. Поэтому я считаю, что опасно оставаться, особенно на тех барьерных островах в округе Сарасота. Поэтому, если вы находитесь в зоне эвакуации, просто поднимитесь и отправляйтесь в одно из многочисленных доступных укрытий. Вы можете не хотеть эвакуироваться, но в вашем районе есть бесплатные укрытия. Если вы живете в мобильном или сборном доме и находитесь в зоне урагана, пожалуйста, отправляйтесь в местное укрытие. Если вы зависите от электроэнергии для медицинских устройств или других вещей, пожалуйста, отправляйтесь в местное укрытие. Если вы живете в доме, который может выдержать ураганные ветры, пожалуйста, отправляйтесь в местное укрытие. Если вы говорите себе: «О, уже слишком поздно. Для меня нет места». Место есть. Пожалуйста, приходите. Ваш дом и имущество можно заменить, но вас нельзя. Многим общинам на пути урагана Милтон не удастся отдохнуть между Хелен и Милтоном. 2 исторических шторма за 2 недели. Я хочу поблагодарить всех, кто следовал местным указаниям и эвакуировался перед ураганом. Я знаю, что это действительно тяжело – оставлять свой дом, свои вещи, все, что у вас есть. Но я призываю всех на пути урагана Милтон следовать всем инструкциям по безопасности в течение следующих 24 часов. Это вопрос буквально жизни и смерти. В те минуты, когда ураган Милтон обрушился на Флориду, Дональд Трамп проводил очередной предвыборный митинг в Пенсильвании. И не сказать об урагане просто не мог. Прежде чем мы начнем, я хочу посвятить наши молитвы народу Флориды, который сейчас подвергается удару стихии. И скоро вы увидите ураган, которого мы не видели давно, а также всех людей, которые все еще восстанавливаются после урагана Хелен. Мы знаем, что Северная Каролина пострадала очень сильно, и это правительство не справилось с задачей. Ужасно. Ужасно. Никто не видел ничего подобного. Но мы просто молимся за всех. Мы хотим, чтобы они все были в порядке, и мы надеемся, что скоро будем там, чтобы помочь им восстановиться и вернуть все на свои места. И мы надеемся, что Бог убережет их. Через 27 дней мы выиграем в Пенсильвании. Победим Камалу Харрис и снова сделаем Америку великой. Об опасности урагана Милтон было известно заранее. Федеральные власти и штат Флорида начали готовиться заранее, но острая предвыборная борьба наложила свой отпечаток. Президент США Джо Байден заявил, что тем не менее Милтон будет одним из самых разрушительных ураганов в истории, призвал жителей прислушиваться к местным властям, соблюдать все инструкции и не верить недостоверной информации. Это тоже спасает жизни.
Но теперь я хочу сказать о чем-то важном. Последние несколько недель имела место безрассудная, безответственная и неустанная пропаганда дезинформации и откровенных лжи, которые беспокоят людей. Это подрывает доверие к невероятной работе по спасению и восстановлению. Это вредно для тех, кто больше всего нуждается в помощи. Бывший президент Трамп возглавил этот натиск лжи. Делались заявления о том, что имущество конфискуется. Это просто неправда. Говорят, что пострадавшие от этих штормов получат $750 наличными и больше ничего. Это просто неправда. Говорят, что деньги, необходимые для этой ситуации, отвлекаются на мигрантов. Какой абсурд! Это неправда. Теперь утверждения становятся даже более странными. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, конгрессмен из Джорджии, сейчас говорит, что федеральное правительство буквально контролирует погоду. Мы контролируем погоду. Это абсурдно. Это должно прекратиться. В такие моменты нет красных или синих штатов. Есть только Соединенные Штаты Америки, где соседи помогают соседям. Волонтеры и первооткрыватели рискуют всем, в том числе своими жизнями, чтобы помочь своим согражданам. Государственные, местные и федеральные власти работают бок о бок. Позвольте мне повторить. Никто не должен ставить под сомнение, будет ли правительство следить за тем, чтобы в условиях нападения мы были там. Мы будем. Все мы. Я передаю слово вице-президенту Харрис, если вам это подходит. Спасибо, госпожа вице-президент. Я хочу поблагодарить губернаторов. Они проявили инициативу. Знаете, вся эта дезинформация о том, как мы выделяем все эти деньги мигрантам. Есть даже одна конгрессвумен, которая утверждает, что я контролирую погоду, намекая на то, что я посылаю ее в Красные Штаты. Я имею в виду, это такие вещи, которые не поддаются объяснению. Это как что-то из комиксов. Республиканский губернатор Флориды Рон Десантис пытался подыграть Дональду Трампу и преуменьшить роль Белого дома в подготовке к борьбе со стихией. Госпожа вице-президент, NBC сообщает, что губернатор Десантис игнорирует ваши звонки о ресурсах и помощи во время урагана. Как это вредит ситуации там? Знаете, в такие кризисные моменты, как никогда, действительно любой, кто называет себя лидером, должен заявить, что он собирается отложить политику в сторону и поставить людей на первое место. Людям сейчас крайне необходима поддержка, и играть в политические игры в данный момент в этой кризисной ситуации, а это высшая степень чрезвычайной ситуации, это совершенно безответственно и эгоистично. Это политическая игра, вместо того, чтобы выполнять свою работу, которую вы принесли присягу выполнять, а именно ставить людей на первое место. Милтон вышел на побережье Флориды вечером 9 октября. Однако уже как ураган не 5-й, а 3-й категории со скоростью ветра до 193 км в час. Ученые определяют выход стихии на сушу как момент, когда центр урагана движется над побережьем, хотя наиболее разрушительным обычно является приближение урагана к суше за несколько часов до этого. Позже центр урагана передвинулся в направлении Орландо, а его категория сложности была снижена до 1-й. Скорость ветра ослабла и составила около 145 км в час. Милтон – это мощный ураган с максимальной скоростью ветра около 193 км в час. Сейчас он примерно в 100 километрах от Сарасоты и движется на северо-восток со скоростью 27 км в час. Он быстро приближается к побережью Центральной и Западной Флориды. Вы можете видеть на радаре большое количество осадков в центральной и северной частях Флориды. Сильные дожди, внезапные наводнения. Сегодня в Центральной и Южной Флориде было множество предупреждений о торнадо, и эта угроза сохранится до сегодняшнего вечера. Ошеломляющие кадры урагана Милтон, снятые с орбиты Земли, обнародовал американский астронавт Международной космической станции Мэтью Доминик. Вместе с ветром во Флориду пришли сильные ливни. В некоторых районах выпало более 30 сантиметров осадков. В районе залива Тампа была объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнения, которое существенно препятствует даже работе аварийных служб. Людей просили держаться подальше от берега. Но не все прислушались к советам. Эти двое, сын и мать, специально подошли к берегу, чтобы посмотреть поближе.
Я просто хотел посмотреть, ушла ли вся вода из залива. Обычно, когда у нас бывают такие шторма, вся вода уходит из залива, и можно почти пешком перейти его. Мне просто хотелось увидеть, какие у нас сегодня условия. Я, конечно, не собираюсь рисковать своей жизнью, но, знаете, до определенной степени здорово видеть силы Матери Природы в действии. Я очень волновалась, потому что это мой первый ураган. Но мне просто хотелось увидеть уходящую воду и, знаете, получить весь этот флоридский опыт. Я приехала увидеть его сразу после Хелены, так что мы этого не ожидали. Семейство Расселов, конечно, ожидало увидеть то, что сняли репортеры. Ураган отгоняет воду из залива на сушу и обнажает морское дно. The water is gone, so it has been sucked out by Milton, which we suspected was going to happen. Our light's not bright enough to see how far out it goes, but I don't see any. А в округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды обнаружили тела нескольких погибших. По данным представителя пожарного округа Сент-Люси на восточном побережье Флориды погибли как минимум 2 человека. Ураган прошел через дом престарелых. Также были полностью уничтожены сотни домов и обрушил несколько строительных кранов. От ливней пока больше всего пострадал американский город Сент-Питерсберг, где за 3 часа выпала 3-месячная норма осадков. Жителей города и близлежащего региона попросили ограничить использование воды, поскольку региональная система водоснабжения и некоторые другие критические объекты были обесточены. Ветер сорвал крышу стадиона Тропикана Филд, на котором играет команда главной лиги бейсбола Tampa Bay Rays. Департамент по чрезвычайным ситуациям Флориды планировал использовать стадион в качестве базы для спасателей. Ураган задел также остров Куба. Его хвост спровоцировал мощный шторм, который затопил набережную в Гаване, столице Кубы, еще в то время, когда ураган имел силу 4-й категории и направлялся к побережью Флориды.